Сегодняшний наш вебинар посвящен железодефициту и анемии. Казалось бы, это одна и та же проблема, но, как мы узнаем в ходе вебинара, это немножечко все-таки разные состояния. И немножечко начнем с того, почему анемия, да, почему железодефицитные состояния вообще, почему мы о них говорим. На самом деле это очень распространенная проблема. И, конечно, я как диетолог, нутрициолог чаще наверняка сталкиваюсь с этой проблемой, ко мне приходят чаще именно дефицитные пациенты. Но я уверена, что врач любой специализации на своем приеме очень часто встречается с этими состояниями. Это самый распространенный вид анемии, именно железодефицитная анемия. И в группе риска находятся дети дошкольного и даже младше школьного возраста, беременные женщины и женщины детородного возраста, то есть женщины, регулярно менструирующие. Причины развития, собственно, этих состояний, это, в общем-то, очень банальные. Неправильное, несбалансированное питание. И это вот самая основная проблема, с которой все начинается, потому что сейчас большое количество различных диет, питаний, и люди начинают экспериментировать, они хотят попробовать и такой вид питания, но не понимают, что это настолько сильный инструмент, настолько влияющий на весь метаболизм организма, что просто так некоторые диеты нельзя вот так применять на себя, либо нельзя следовать им длительно. И зачастую ведь они могут приводить как раз-таки к таким состояниям, как железодефицитная анемия. Следствие кровотечений, конечно же, тоже приводит к железодефициту. Глистные инвазии и грибковые встречаются крайне редко. Несмотря на то, что, опять же, сейчас очень такая модная тема, да, у всех паразиты, у всех кандида, и если кандида ни в коем случае нельзя принимать железо, то вы еще больше раз кормите свою кандиду, но на самом деле это очень маленький процент, и чтобы действительно раскормить свою кандиду, нужно загружать в себя железо лопатой. Со стороны патологии причины развития анемии можно разделить на две группы. Эта группа будет связана с уменьшением употребления железа и связанная с его повышенными потерями. Еще присутствуют физиологические. Нужно понимать, что железо в организме не синтезируется и поступает только из пищи. Это очень важный момент, и я еще раз о нем вам напомню, когда мы дойдем до терапии. За время беременности плод получает около 300 мг железа от матери. Это есть начальный, такой стартовый запас железа. После рождения этот запас быстро увеличивается за счет поступления из молока. Да, то есть за счет лактоферрина быстро этот запас начинает повышаться. После того, как заканчивается грудное кормление, запас железа начинает восполняться из железа, поступающего с пищей. И к 4 годам примерно запас железа достигает того уровня, который должен быть. То есть вот уже полностью запасы сделаны. И это содержание уже дальше удерживается на определенном уровне. В среднем в организме содержится около 4 грамм железа. Половина из этого находится в эритроцитах в виде гема. Примерно 1 грамм хранится в макрофагах, в селезенке и в печени.
Остальное распределяется среди белков: миоглобин, цитохромы и ферропротеины. Всего около 3 мг железа циркулирует по крови, связанные с трансферином. Низкая растворимость железа при кислотности, той кислотности крови, которая находится у нас в организме, препятствует его активному выведению с мочой. Поэтому мы не можем его терять, ну, предположим, так, как водорастворимые витамины. Да? Мы можем есть их в достаточно большой дозировке, но не получать при этом превышения дозы, потому что они не депонируются, быстро растворяются и выходят с мочой. Этого нет в случае с железом, и поэтому основным механизмом поддержания вот этого уровня, чтобы не было больше и не было меньше, но в основном больше, в организме регулируется за счет поглощения железа. То есть организм четко определяет, сколько было потеряно железа и сколько нужно его получить из пищи. То есть если уровень железа нормальный, всасываемость будет низкой. Как только будет снижаться уровень железа, активность всасывания в кишечнике будет повышаться. Ну, во-первых, анемия – это не заболевание. Анемия – это состояние, связанное со снижением гемоглобина или со снижением гематокрита. И вследствие уменьшения количества эритроцитов и снижения в них гемоглобина. Вот это анемическое состояние. Железодефицитная анемия – это синдром, при котором нарушен синтез гемоглобина вследствие дефицита железа, потому что анемия может быть не только железодефицитная. Но мы говорим сейчас конкретно о железодефицитной анемии, и она развивается именно вследствие дефицита железа. А вот сам дефицит железа – это дефицит функционального железа, то есть тканевого, да, клеточного. И он выражается в том, что начинают снижаться запасы железа внутри клетки, то есть ферритин. И такое состояние может протекать как с анемией, так и без нее. Вот посмотрите, вот это норма. Депо железа заполнено, транспортное железо в виде трансферина заполнено, и железо эритроцитов тоже в норме. Когда происходит либо активация потерь железа, либо ухудшение его всасывания, снижаются запасы железа, находящиеся в депо, то есть в ферритине. Но при этом еще совершенно никак не затронуто железо в эритроцитах. Следующим этапом снижается и то железо, количество того железа, которое переносит трансферин. Но гемоглобин тоже при этом будет в норме. И только в самую последнюю очередь, когда запасы будут пусты, будет начинать снижаться гемоглобин. То есть анемия – это конечный этап развития железодефицита. Ну и на какие же лабораторные показатели ориентируемся при постановке диагноза железодефицитная анемия либо железодефицит? Это гемоглобин в общем анализе крови, количество эритроцитов, гематокрит, эритроцитарные индексы, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците и распределение эритроцитов по объему. Это все общий клинический анализ. Тот самый первый анализ, который необходимо сдать, если вы заподозрили таки у себя какие-то проблемы с недостатком железа. Биохимический анализ. Сдается сывороточное железо, общая железосвязывающая способность сыворотки, коэффициент насыщения трансферина железом,
сывороточный ферритин, трансферин и растворимые рецепторы к трансферину. Конечно же, все сразу анализы сдавать не нужно. При обнаружении тех или иных симптомов сдается клинический анализ крови. И по наличию определенных отклонений можно уже заподозрить имеющийся железодефицит и сдать дополнительные анализы в виде сывороточного железа и ферритина. Это те два анализа биохимические, которые нужно сдать для определения железодефицита. Все остальные анализы – это уже, так скажем, более тонкая диагностика, то есть уточнение данного диагноза, потому что иногда бывает непонятно, а все-таки да или нет. И вот здесь уже на помощь приходят дополнительные анализы. Для оценки проводимой терапии при железодефицитной анемии или железодефицита сдаются дополнительно ретикулоциты. В гемоанализаторах автоматических зачастую они присутствуют. А вот в клиническом анализе крови, который вы сдаете, например, в лаборатории, особенно в коммерческой лаборатории, там, скорее всего, этого показателя не будет. Его нужно заказывать дополнительно. И, опять же, новый анализ, он только в автоматических анализаторах нового поколения, это дельта-гемоглобина. Разница между средним содержанием гемоглобина в эритроците и в ретикулоците. И дополнительные маркеры, опять же, по которым можно ориентироваться при постановке диагноза, это скорость оседания эритроцитов, которая при анемии будет повышена, и общий белок, потому что зачастую нехватка белка приводит к недостаточности ферритина, потому что ферритин, как мы с вами рассматривали в первой части, это белковая структура. И, соответственно, когда белка в организме не хватает, то и самого ферритина может быть мало. И либо он просто не будет связываться с железом. И поэтому железо мы можем наблюдать, например, в сыворотке очень высокие значения, а ферритина низкие. Либо для этого не хватает определенных кофакторов. То есть, опять же, все нужно смотреть комплексно. И вот, опять же, нюансы по анемии беременных. Мы говорили о том, что во время беременности возникает физиологическая анемия. Из-за увеличения объема крови уровень гемоглобина естественным образом снижается. И поэтому для разных сроков беременности в неделях существуют разные значения гемоглобина и гематокрита. То есть, опять же, если женщина беременная увидела у себя 106 гемоглобин, боже мой, у меня анемия, а анемии нет. Это естественные нормальные показатели. Но опять же, помимо общего анализа, еще дополнительно сдается ферритин, потому что анемии может не быть, а железодефицит уже есть. И его также нужно купировать и обязательно лечить. Ну и, собственно, в чем же состоит терапия железодефицита и железодефицитной анемии? После того, как был поставлен диагноз и выявлена причина, поведшая, собственно, к возникновению дефицита железа, это тоже важный момент, то есть не просто начать пить железо, а понять, почему возникла анемия, потому что иначе это просто вливание в дырявое ведро. Да, то есть вы будете постоянно принимать препараты железа, но причина не устранена, и железо все равно будет постоянно теряться. Поэтому не просто диагностировать, поставить диагноз анемия и идите с Богом. Нет. А почему возникла анемия? И работать в первую очередь, собственно, с причиной. И уже следующим шагом является восстановление запасов железа.
даже если причина дефицита была выявлена и устранена, то принимать железосодержащие препараты нужно до тех пор, пока дефицит железа не будет полностью восполнен. Полностью восполнен. То есть, опять же, не ориентируемся по гемоглобину. Начали принимать препараты железа, гемоглобин выровнялся, достиг нормальных значений, и все замечательно. Значит, больше не нужно принимать препараты. Вы перестали препараты принимать, и, собственно, через месяц опять получили анемию, потому что, помните картиночку, да, когда снижение запасов железа, то есть эти запасы нужно восполнить. И поэтому лечение анемии – это длительный процесс от 3 до 6 месяцев. Но, опять же, бывает так, что причина не выяснена, либо это, опять же, такая причина, которую невозможно убрать. Да? Предположим, те же чрезмерные физические нагрузки спортсменов. Да? Она есть, причина существует, ее нельзя на данный момент ликвидировать. Значит, в таком случае препараты железа принимаются длительно, на постоянной основе, да, или, предположим, это анемия пожилых тоже. Что вы сделаете с возрастом? Уже вы ничего не сделаете. То есть это уже идет просто поддерживающая терапия. И, собственно, лечение железодефицитной анемии должно включать в себя следующие этапы. Купирование непосредственно анемии, то есть повышение уровня гемоглобина, терапия насыщения, то есть восстановление запасов железа, и поддерживающая терапия. То есть еще какое-то время вы дополнительно принимаете препараты железа. Почему лечение может не работать? Да? Прошло 3-6 месяцев, а ВОЗ и ныне там. Почему такое может происходить? Во-первых, как я уже говорила, неправильно поставлен диагноз. Да? То есть либо пациент самоназначил себе препарат железа, когда у него, предположим, была не железодефицитная анемия, а B12-дефицитная анемия. Соответственно, никакое улучшение не будет. Доктор чего-то не доглядел, опять же, неправильно была поставлен диагноз, и поэтому, естественно, терапия тоже будет неэффективной. Неправильно подобрана доза препарата. Есть определенные рекомендации, но все-таки все индивидуальные, всасывание у всех индивидуально, усвоение очень индивидуально, поэтому одна и та же доза не может быть одинаковой для всех, одинаково хороша для всех. Кому-то нужно меньше, кому-то нужно больше, кому-то 1 раз, кому-то 2 раза. То есть это все тоже тонкости, поэтому обязательно нужно контролировать и через месяц, и через 2, чтобы смотреть, и чтобы вовремя лечение можно было немножко подправить, да, увеличить дозу и посмотреть, будет ли так эффективнее. Несоблюдение рекомендаций, это тоже очень часто бывает. Опять же, неправильный прием препаратов, смешивание с продуктами, ухудшающими усвоение железа, пропуск приема препаратов, и, соответственно, конечно, снижение эффективности лечения. Дефицит белка, как я сказала, да, то есть если при железодефицитной анемии есть еще и дефицит белка, то терапия тоже может быть неэффективной. Обязательно нужно смотреть количество общего белка, соотношение с альбумином и в дополнение назначать к приему препаратов железа либо аминокислоты свободные, да, сывороточный протеин, что-то обязательно поддерживающее, что будет помогать усвоению. Дефицит кофакторов, да, тоже мы коснемся сейчас чуть позже, что такое кофакторы. То есть нехватка витаминов, минералов и, соответственно, неусвоение железа. Само нарушение усвоения железа вследствие воспалительных процессов в кишечнике. Непереносимость препаратов железа тоже бывает. И достаточно новый
такой термин ирида – это наличие железорефракторной железодефицитной анемии. То есть, когда нарушен синтез гипсидина. Гипсидин все время генетически повышен. То есть здесь нужно сдавать генетический анализ на синтез гипсидина. Гипсидин все время повышен, и он, собственно, блокирует усвоение железа. И тут уже тогда, конечно, тактика лечения будет совсем другой. Ну и, конечно же, те самые диетические рекомендации, которые должны быть даны в первую очередь пациентам с железодефицитом и железодефицитной анемией. Железо в продуктах присутствует в двух формах – гемовое и негемовое. Гемовое железо содержится в животных формах, то есть это в основном мясо, а негемовое в растительной пище. Негемовое железо содержится только в яйце. Гемовое железо усваивается гораздо лучше, и его усвоение гораздо выше, чем негемового железа. Поэтому при отказе от мяса, яиц, рыбы, молочных продуктов идет вот такой активный процесс потери депо железа. Большая часть гемового железа всасывается в 12-перстной кишке и в верхних отделах кишечника. Гемовое железо усваивается с постоянной скоростью в 23% вне зависимости от других диетических факторов. То есть на усвоение гемового железа очень мало факторов влияет. А вот негемовое железо требует определенных тепличных условий, и его усвоение крайне низкое. Поэтому из растительных продуктов получить нормальную дозу железа крайне сложно. Соответственно, по мере того, как запасы железа в организме уменьшаются, процент усвоения негемового железа значительно увеличивается. А вот гемовое железо, оно всегда одинаково усваивается.